Наглое вторжение. Российский корабль пересек черту. Дипломатический скандал. Путин снова проверяет НАТО на прочность. Страна под атакой. Судебная система парализована. Власти говорят о гибридной войне. 7000 серверов, 20 терабайт информации украдено. Кремль в панике. Все летит туда, куда уже не полетит Аэрофлот. Мир на паузе. США и Китай снова за одним столом. Игра на грани экономической войны. Эти и другие главные события утра вторника, 29 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Без предупреждения, без согласования и, как утверждают военные, без стыда, российский пограничный корабль вторгся в территориальные воды Эстонии и провел там 35 минут. Нарушение произошло у острова Вайндлоо, о чем официально сообщил главный штаб сил обороны Эстонии. Российские военные не уведомили МИД Эстонии, как того требует закон. Для мирного прохода через чужие воды необходимо предупредить за 48 часов. Но Москва проигнорировала правила. Эстонские военные наблюдали за ситуацией, зафиксировали вторжение, опознали судно. Уже 28 июля в Таллин был вызван временный поверенный РФ, которому вручили ноту протеста. Нарушение морской границы Эстонии со стороны России – это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному Российской Федерации. Это уже не первое столкновение. В мае эстонские силы пытались остановить российский танкер «Ягуар», связанный с теневым флотом РФ. Тогда Россия ответила истребителем, нарушившим воздушное пространство Эстонии. Сигналы все громче, Москва проверяет границы буквально, Таллин отвечает дипломатией. Но напряжение у берегов балтийских стран только нарастает. Карта мира снова дрожит от нервов. Переговоры проходят в Швеции под усиленной охраной. Вашингтон и Пекин снова сели за стол, чтобы поговорить. Ставки колоссальные. Если до 12 августа не договорятся, мир может накрыть новая волна торговой войны. И накануне просто пошлины, а фактически полуэмбарго с удушающими тарифами и параличом глобальных поставок. С американской стороны в игру включился министр финансов Скотт Бессент, с китайской вице-премьер Хэлли Фэн. И хотя официально говорят о проверке договоренностей, все понимают, за кулисами решается судьба крупнейших экономик планеты. Цель – удержать шаткое перемирие еще хотя бы на 90 дней. Это дает шанс на личную встречу Трампа и Си Цзиньпиня уже осенью, возможно, решающую. Без этой отсрочки США снова включат пошлины с тройными ставками, что может обрушить рынки и вызвать хаос в логистике. О том, что действительно может принести эта встреча, мы поговорили с экономическим экспертом Олегом Пензиным. Между Китаем и США есть очень серьезные противоречия, которые в первую очередь основываются на чудовищном отрицательном торговом балансе между американцами и китайцами. Естественно, Китай для того, чтобы решить проблемы, связанные с американским рынком, он должен чем-то поступиться. Китай попробовал ограничить поставки в Соединенные Штаты Америки редкоземельных металлов, и это тоже как механизм давления на принятие торговых ограничений, но это же в длительной перспективе оно не очень сильно работает. Удар под дых российской экономики. Китай резко сократил закупки российского угля. В первой половине 2025 года экспорт рухнул на четверть, а во втором квартале уже на треть. И это по официальным данным, то есть каждая третья тонна угля, которая еще недавно ехала в Китай, теперь там просто не нужна. Для Кремля это катастрофа. После потери европейского рынка Китай остался фактически единственным крупным покупателем российского угля. В прошлом году он забирал половину всего экспорта. А теперь двери захлопываются. Доля России в импорте Китая упала с 23 до 18%, и падение продолжается. Сигналы идут один за другим. Минэнерго признает, уже под угрозой закрытия 51 предприятие, а всего их в стране меньше 200. То есть каждая третья может не дожить до конца года. Убытки уже сейчас пробили отметку в 112 миллиардов рублей, а к декабрю могут достигнуть 350 миллиардов. Это размер годового бюджета
бюджета крупного региона. Китай банально находит поставщиков подешевле. Плюс у России дорожают кредиты, логистика. Добавим к этому санкции и полный разворот мировой торговли. И получаем системный кризис в угольной отрасли. Об интересах Китая и якобы партнерских отношениях с РФ поговорили с экономическим экспертом Олегом Пензиным. Мы должны понимать, что сегодня российская экономика без китайской прожить не в состоянии. Российский ВПК, особенно сложная его часть, которая требует систем позиционирования, которая требует электронных систем наведения, даже те, извините, пресловутые шахеды, которые летят в Украину, имеют электронную начинку, в том числе произведенную в Китае. Если Китай прекратит поставки этой начинки в Российскую Федерацию, то объемы даже производства этих боеприпасов резко сократится. То есть это тоже нужно понимать. И это понимают и китайцы, и американцы. То есть механизмов давления на Российскую Федерацию есть. И эти механизмы, они напрямую корреспондируют с торговыми интересами Китая на американском рынке. Европа пытается прийти в себя после сделки Трампа и ЕС. Реакции совершенно разные. Премьер-министр Венгрии, к примеру, заявляет так кровожадно, что не понимает, кто будет платить за соглашение и на какие деньги Европа собирается закупать оружие, или инвестировать в США. То, что я вижу и что мне очевидно с первого взгляда, это то, что это не соглашение, заключенное президентом Дональдом Трампом с Урсулой фон дер Ляйен, а то, что Дональд Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак. Вот что произошло. Соглашение, которое должно было спасти Европу от торговой войны с США, превратилось в очередную головную боль и для политиков, и для промышленности. Немецкая ассоциация автопроизводителей заявила, да, новая сделка с Вашингтоном вроде бы остановила эскалацию, но для автопрома это все равно удар. Соглашение о введении 15% пошлин может выглядеть как компромисс, но по факту это миллиардные убытки. Это соглашение также станет бременем для потребителей в Соединенных Штатах. Оно будет иметь последствия не только для Европы. В долгосрочной перспективе продукты станут дороже. Я считаю, что именно поэтому сегодня не лучший день для международной торговли и для потребителей. Президент раскрывает секреты другого президента. Александр Стуб заявил, что не исключает возможности мирной сделки по Украине при участии Дональда Трампа, но подчеркивает, для этого Украина должна получить еще больше оружия и финансовой поддержки от Запада. Инициатива должна исходить от США и президента Трампа, потому что единственный человек, которого слушает Путин, это Трамп. И есть несколько вещей, которые нам нужно сделать вместе. Во-первых, нам нужно продолжать вооружать Украину. На самом деле она очень успешно справляется с этой войной. В этом году Россия продвинулась менее чем на 0,25% территории. Во-вторых, Украине нужна финансовая помощь и деньги. Президент Финляндии также отметил, что Европа и США должны действовать синхронно. Сейчас критически важно поддержать Киев всем, чем можно. Именно это может сделать мир ближе, говорит президент. Атака года по версии самих хакеров. Аэрофлот больше не встанет. Киберпартизаны Беларуси и Silent Crow взяли на себя взлом IT-систем Аэрофлота. Операция длилась год и завершилась катастрофой. Полностью уничтожена инфраструктура крупнейшей авиакомпании России. Уже отменено более 50 рейсов. Попросили пассажиров не приезжать в аэропорты. В Шереметьево давка. Возврат денег пообещали в течение 10 дней. В Кремле тоже паникуют. Песков назвал сообщения тревожными. Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в Министерство транспорта, в саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Хакерская угроза – это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем, конечно же, уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений.
Генпрокуратура уже признала, да, это хакерская атака, но что именно украдено, только предстоит узнать. Хакеры обещают сливы. Это плевок в лицо всем российским спецслужбам. На долю группы «Аэрофлот» приходится 42% всех авиаперевозок внутри страны. Если система действительно легла полностью, это крупнейшая киберкатастрофа в истории гражданской авиации России. Гибридная война зацепила еще одну страну. Министерство юстиции Сербии подтвердило, 4 июля на страну обрушилась масштабная кибератака. Цель – судебная система. По официальной версии, это была серьезная и комплексная злонамеренная атака, которая может оставить правосудие парализованным на неделе. Существует открытое подозрение, что это часть гибридной войны, ведущейся против Республики Сербия. Власти уже отключили сеть между судами, чтобы не допустить распространения вируса. Ранее сайт Минюста уже атаковали, якобы с IP-адресов Венгрии и Украины. В этот раз источники не названы, но подозрения растут. Контекст напряженный, по всей стране идут антиправительственные протесты. Тысячи сербов требуют досрочных выборов и конца коррупции. Ситуация взрывоопасна. Валентина Матвиенко сбежала из страны, будет свидетельствовать против Путина, поэтому с нее сняли санкции и разрешили жить в цивилизованном мире. Иначе как объяснить ее присутствие в Швейцарии на 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов? Одна из главных рупоров Кремля, глава Совета Федерации, спокойно вещает о мире в Швейцарии под санкциями, с мантрами про аллею ангелов и вынужденность. С ней Толстой, Слуцкий, Денисов и Косачев, тоже под санкциями. И что? Их впустили, посадили за стол и дали слово, как будто это и есть дипломатия. Вместо того, чтобы выдворить, выслушали. Вместо того, чтобы напомнить о Буче и Мариуполе, дали микрофон. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. И вчера на Донбассе вспоминали День памяти детей всех погибших на Донбассе. Глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Спасибо. Если на европейских трибунах уже находятся российские пропагандисты, значит, выводов никто так и не сделал. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.